Готическая паломническая церковь XIV века Мариаштрассенгель или по-немецки Wallfahrtskirche Mariastraßeнгель расположена на холме с видом на торговый городок Юдендорф-Страссенгель в районе Грац-Умгебунг на правом берегу реки Мур в Австрии. Как в сказке. Возникает такое впечатление, когда видишь эту церковь, которая находится в нескольких километрах к северу от Граца. Расположено на холме небольшое поселение вокруг церкви видно издалека. Пресвитерия, таверна, прилично-барочное новое здание и очаровательная паломническая церковь составляют привлекательный ансамбль.
Тонкий шпиль церкви выполнен из песчаника. Церковь богата архитектурной скульптурой и оригинальными витражами XIV века, и это одно из самых важных сакральных зданий в стиле высокой готики в Австрии. Итак, история. История этого прекрасного архитектурного сооружения, находящегося всего в нескольких километрах от Граца. В 860 году нашей эры, согласно древнему документу, впервые упоминается Штрасс-Энгель как Стразинолу. В 1157 году лорд Оттокар III подарил изображение Девы Марии аббату Герлаху из монастыря в Рейне. И на холме Штрасс-Энгеля была построена деревянная часовня. Впервые она упоминается в 1208 году.
Примерно 100 лет спустя, в 1255 году, был добавлен еще один объект поклонения, так называемый Вурцелькройц, распятие, выросшее из корня ели на холме и изображающее натуралистический образ Христа. Даже современные экспертизы не нашли доказательств того, что 18-сантиметровый крест когда-либо касался ножа. Этот корень не показывается в настоящее время публике по определенным причинам, о которых я скажу позже, но показывается он людям по специальному запросу. В 1346 году был заложен фундамент церкви, а вечером 7 сентября 1355 года церковь была освящена. Произошло это за день до традиционного дня рождения Пресвятой Богородицы. В 1366 году было завершено строительство пронзенной готической башни церкви.
Строителями церкви, вероятнее всего, были члены ложи венских каменщиков, которые построили здесь собор святого Стефана, так называемый Штефель. В сирийском Штефле доминирует ажурный шпиль высотой 48 метров. При ближайшем рассмотрении можно обнаружить фигуративное изображение тогдашних церковных и государственных сановников и скульптуры в натуральную величину Девы Марии и 7 ангелов, а над въездными воротами впечатляющие скульптурные фигуры. Внутри же искусно выполненные замковые камни и колонны. Святилище купается в мистическом свете из витражей. Всего витражных секций 77, и они изображают, например, легенды о жизни некоторых святых и Богородицы и сцены страстей Христовых. Первоначальные планы главного алтаря из белого мрамора в 1885 году были нарисованы Иоганном Берхардом Фишером фон Эрлахом, но они так и не были реализованы. В 1455 году была построена часовня с колокольней, содержащей 3 колокола. Когда-то церковь была также окружена крепостными стенами и охраняемая трехэтажной башней с искусной каменной кладкой. А в 1477 году состоялось первое упоминание об органе. Klagenfurtский органостроитель Георг Обербургер в 1586 году отремонтировал старый орган, у которого было 9 остановок, и добавил еще 7. А через 200 лет Андреас Шварц построил новый орган с 18 ступами. Хор также обладает великолепными возможностями. В настоящее время консоль органа является отдельно стоящей и содержит 1868 труб. Они изготовлены из металла и дерева, а сам корпус органа изготовлен из массива дуба. Пристройка часовни Святой Анны с прекрасными фресками и поручным алтарем в честь Святой Анны была закончена в 1724 году. А 60 лет спустя на обоих боковых алтарях появились картины Святого Себастьяна и Святого Непомука. Они были выполнены известным австрийским художником Иоганном Мартином Шмидтом. На вершине кафедры в стиле рококо находятся 2 ангела. Они держат копию Вурцелькройц. И здесь я хотела бы сказать, почему же этот крест, это распятие показывается только по определенному запросу, специальному запросу. Дело в том, что в 1976 году были украдены оригинал Вурцелькройц и картина у главного алтаря Мария им Эренклайд.
которая была написана около 1430 года. И в то время, как распятие снова появилось, изображение Девы Марии так и не было найдено. И позже оно было заменено копией, написанной Кремзером Шмидтом. В наше время, в 1976-85 годах, вся церковь была полностью отреставрирована и отремонтирована. А в 1988 году состоялось освящение алтаря и аналоя перед алтарем. В 1990 году был освящен крест, выполненный художником Фред Хефлер из Страс-Энгля. А в 1995 году состоялось освящение нового органа. Теперь хотелось бы сказать несколько слов о церкви. Она проста по дизайну, но она является шедевром готической архитектуры. В церкви есть 2 ряда по 4 колонны с нефом и боковыми проходами одинаковой высоты. Колонны украшены красивыми капителиями, а сводчатый потолок украшен краеугольными камнями в виде ромбов. Башня церкви. Башня церкви – это оригинальная готика. 48 метров высотой, как я уже сказала. И во всех отношениях это архитектурный шедевр. Западная дверь башни выполнена из песчаника с рельефным изображением архангела Гавриила, посещающего Марию. Рельеф из песчаника на южной двери. Мария плачет о Христе. На деревянной двери вырезана монограмма Мэри и герб Рейна. Главный алтарь выполнен из белого мрамора. Над алтарем находится изображение Марии в традиционном стиле, в синем платье, усыпанном колосьями пшеницы. Это копия Фреда Хефлер. Как я уже сказала, оригинал этой картины был, к сожалению, утрачен. В 1976 году он был украден и заменен копией. Корневой крест. Больше этот крест не хранится в самой церкви, потому что он тоже был когда-то украден, как я уже сказала, и его можно увидеть в пресвитерии. Передний алтарь. Этот алтарь находится сбоку от
старой сосны, которая росла там до того, как была построена церковь, и от которой, собственно, произошел этот знаменитый корневой крест. Нападающий алтарь и аналой сделаны из того же мрамора, что и неоготический хай-алтарь. На северном боковом алтаре изображен святой Себастьян, а на южном боковом алтаре находится изображение святого Иоанна Непомукского. Обе картины принадлежат Кремсеру Шмидту. Часовня Святой Анны имеет купол в стиле барокко. Он украшен фресками. Дневной свет проникает через западные окна. Маленький фонарь в связке. Деревянные скульптуры, выполненные в натуральную величину, и изображают святую Анну в стиле селбрид, Анна с Марией и Христосом. С каждой стороны есть деревянные статуи. Одна Иоакима, а другая святого Джозефа. Также в церкви есть стеклянный храм, в котором хранятся реликвии о принявшем мученическую смерть святом Бонифации из катакомб Рима. Здесь же находится большая картина «Лорд Оттокар III дарит Эбботу» картину Мэри Герлах из Рейна. В северо-восточном углу церкви находится темная комната с алтарем Богоматери Сурской. И рядом с часовней находится лестница, ведущая на колокольню и орган. Витражные окна церкви, выходящие из нефа на главный алтарь, позволяют увидеть высокие узкие окна пресвитерии и боковых алтарей. Стекла частично относятся к XIV и XV векам. Они показывают рождение, жизнь, страдания, вознесение, воскресение Христа. На окнах над северным алтарем изображены апостолы и вспомогательные святые. На окнах над южным алтарем изображена легенда о святых Анне и Марии. А рядом с органом расположен ромбовидный витраж. В центре этого витража изображен страдающий Христос как судья мира. Вокруг него Анна, Мария с Иисусом, Иосиф, 3 царя и различные святые. Розетка в западном окне имеет стекла в неоготическом стиле. В центре находится Мария с младенцем Христом в окружении 4 херувимов. И также хотелось бы сказать о колоколах церкви. Всего их 4. Первый колокол был отлит в 1681 году. Его диаметр составляет 114 сантиметров, а вес этого колокола около 800 килограмм. Второй колокол отлит в 1455 году, то есть на 200 лет раньше первого. Но он треснул и был заменен новым колоколом в 1988 году. Его диаметр составляет 90 сантиметров, а вес 430 килограмм. Третий колокол церкви был отлит в 1360 году. В диаметре он 75 сантиметров, а его вес составляет 250 килограмм. И, наконец, четвертый последний колокол отлит в 1455 году.
но он был снят во время Второй мировой войны, а затем был заменен новым колоколом в 1988 году. Его диаметр 39 сантиметров и вес 33 килограмма. И также несколько слов хотелось бы сказать о зданиях, находящихся вокруг церкви. В 1455 году началось возведение оборонительной стены, а в 1494 году старый дом приоров был либо построен, либо расширен. Сегодня он используется в качестве парных комнат. Таверна, знаменитая таверна в этой церкви была построена в 1582 году. Только подумайте, друзья мои, какова история всех этих зданий, не только церкви, но и всех этих зданий, насколько они древние, старые, сколько истории они хранят. В 1686 году было начато новое строительство, так называемое новое строительство, и оно было завершено аббатом Аланусом Мэттом. Нужно сказать, что паломническая церковь Мария Штрасенгель является одним из самых красивых высоких готических святынь в Австрии. Она известна как Штирийский штефель, как я уже сказала. И самая знаменитая святыни этой церкви – это коренной крест, Мадонна в колосьях пшеницы, несомненно, красочные витражи и самый высокий песчаный штиль. Просто незабываемое впечатление после посещения, неоднократного посещения этой замечательной церкви. И, кстати, еще хотелось бы сказать, что в 1782 году император Иосиф II закрыл церковь и даже намеревался ее снести. Петиция, поданная императору общинами церковного округа Штрасенгель, позволила предотвратить разрушение церкви и сохранить эту святыню, готическую жемчужину для будущих поколений. Просто страшно представить, что это решение, этот вердикт мог быть претворен в жизнь, и мы не смогли бы увидеть эту прекрасную церковь, это прекрасное архитектурное сооружение, которое просто дышит историей как внутри, так снаружи. Дорогие друзья, мои подписчики, зрители, я прошу прощения, может быть, некачественный звук и немного волнения, но поверьте, я очень старалась создать это видео, я посещала эту церковь несколько раз в разное время года. К сожалению, то видео, которое вы сейчас видите, мы снимали, когда погода была не очень хорошая, шел дождь, и, в общем, условия для съемки были не очень благоприятные, но мой настрой был совершенно такой боевой, и я решила, что я непременно должна сделать это видео, снять эту церковь, тем более, что безмерно мы благодарны посетители, я имею в виду, этой церкви, работникам этой церкви, служащим, которые разрешают снимать видео внутри церкви детально, то есть каждую картину, каждую фреску, без ограничений. Конечно, безмерная, огромная благодарность за это разрешение, за то, что я могу поделиться своими впечатлениями этим видео.
И, конечно, я призываю всех, у кого есть возможность побывать в Австрии, или кто здесь живет совсем недавно, или живет уже давно, но не было времени посетить эту церковь. Я очень рекомендую посетить. Уверяю вас, вы останетесь просто в таком восторге. Не только потому, что вы можете посидеть в таверне, насладиться прекрасным обедом или ужином с вином, в прекрасной обстановке, но поверьте, в любое время года, осенью, зимой, весной, летом, вы останетесь под просто великолепным впечатлением от посещения. И я вас уверяю, что вы захотите посетить эту церковь еще и еще. Для тех, кому интересно именно посещение этой церкви во время службы проводятся по воскресеньям и в дни святых. Церковь работает с 7:30 утра до 10:30 утра, то есть я имею в виду, что службы церковные. И также вы можете пообщаться со священником, кому это нужно, кому это интересно, но по частной договоренности. Еще раз напоминаю, что церковь находится всего в нескольких километрах от города Грац, Австрия, поэтому все, кто находится недалеко от Граца или живет в Граце, или посещает Грац, уделите внимание, это не так дорого взять билет на автобус или на автомобиле, проехать всего несколько километров и посетить эту великолепную, замечательную церковь. Всем мира, всем добра. Спасибо вам огромное за то, что смотрели это видео. Буду благодарна за ваши комментарии и тем, кто поставит лайк или дизлайк. Мне все равно будет приятно, что люди увидели хотя бы частично, прониклись этим состоянием великолепия, этим безмерным восхищением прекрасной архитектурной жемчужины Австрии. Спасибо большое.